Ребята, всем привет. Судя по названию видео, вы, наверное, уже все догадались, куда мы едем. Мы едем в рай. Ребята, мы едем в рай для кладоискателей. Там, где больше всего приезжают люди, у которых есть бриллианты. Я взял с собой металлоискатель, а еще я купил кроссовки специально под Настин толстовку. Хотя толстовка тоже моя, но кроссовки прикольные, они светятся ночью. В общем, ребят, у нас будет 4 острова, 4 отеля и 12 дней. Отели новые, классные, незаезженные. Мы обязательно сделаем вам суперский обзор. Мы постараемся найти там огромное кольцо с 2-каратным бриллиантом. Мы решили в этот раз взять с собой так называемую золотую карту и ни в чем себе не отказывать. А мы обычно ездим на эконом-такси, в этот раз мы едем на Майбахе. Мы летаем экономом, в этот раз мы летим бизнес-классом. Постараемся вам все показать и рассказать. VIP-такси — это когда вам приезжает водитель на Майбахе, на С-классе. Здесь удобная посадка, и ты как бы все, ты уже летишь. Кого бомбит, ребят, мотивируйтесь, зарабатывайте деньги. Как зарабатывать, я вас учить не буду, потому что скажете, что там реклама опять. Если вы куда-то инвестируете, то инвестируйте то количество денег, которое не боитесь потерять. А если хотите безопасно удвоить свой капитал, положите его перед зеркалом. В общем, такие видео должны являться для вас мотивационным. Когда-то давно мы жили в Биберево, я жил в общежитии. Через все это мы прошли. Мне уже 30 почти 6 лет. И я, честно говоря, первый раз заказал Майбах, чтобы поехать в аэропорт. Все, в общем, увидимся в аэропорту. Из 200 человек летит всего 40. Борт вообще не полный. Давайте я вам покажу бизнес-класс. Лайфхак. В бизнес-классе предлагают игристое вино. Редкостная день. Просите сразу шампанское. Так, давайте вскроем сумочку и посмотрим, что у них тут есть. Зубная паста, расческа, щетка, ложка для сна, ручка, крем для губ, для лица и еще для чего-то. Так, у нас на аперитив блинчики с лососем, сливочным сыром. Нормально. Кормят хорошо. Мне дали протестировать 2 вина разных, французское и испанское. Французское оказалось вкуснее. И принесли закуску, стартер. Сразу вот эта вот влажность и такой сладкий запах Мальдив. Вообще, ребят, какие плюсы полета на Мальдивы летом? Во-первых, пустой самолет, то есть из 200 человек летело всего 50. В бизнес-классе было 7 человек. Мы купили билеты, и у нас, за счет того, что у нас есть мили, мы повысили до бизнес-класса. На самом деле, не обязательно это делать, потому что вы точно так же можете лететь в эконом-классе, но лечь на 3 кресла и спать спокойно. Еще один из плюсов — прилетать летом. Вы очень быстро проходите таможню. Мы прошли прямо за 5 секунд. Просто заполняете въездную визу. Они просто сканируют, ставят печать вам въездную визу. И все, она бесплатная для россиян. Занимает это буквально 20-30 секунд. Все, мы на Мальдивах. Осталось дождаться багажа и еще один перелет. Внутренний, малой авиации, на гидроплане. Ну, кстати, один из самых безопасных транспортов, потому что гидропланы, они садятся на воду. Соответственно, если даже, не дай бог, что-то случится, самолет может спланировать и спокойно приводниться в любом месте, потому что здесь везде вода. Еще один обязательный лайфхак, полезный совет. Берите отели максимум на 3 дня. Но если вы, конечно, едете с детьми, то можете чуть побольше брать. Но если вы летите без детей, то однозначно один отель 3 дня. И меняете их. То есть вот насколько едете времени, мы едем на 12 дней, соответственно, у нас будет 4 отеля. А если вы прилетаете на Мальдивы в один отель там на 2 недели, вы просто с ума сойдете, потому что, как правило, это маленькие острова, там делать нечего, скучно. Именно поэтому и есть негативные отзывы о Мальдивах. Еще знаете, в чем проблема? Если у вас тяжелый багаж, вам придется платить деньги за перевес. У меня обычно сильно перевешенный чемодан, и я всегда доплачиваю. Перевес у меня 5 килограмм, 5,4. Это стоит $30. 19 килограмм можно провозить. Самое время полетать. Обзор на салон самолета. Это вам не Майбах. Старый добрый самолет. Вот здесь спинка такая удобная. Все на кнопочках. Аналоговая. Ну, как говорится, с Богом. Hello, sir. Excuse me, how old is this plane? This plane is very old. It's like 5 years. 5?
Yeah, this is a new production. Казалось, самолет не старый, ему всего 5 лет, но выглядит он как будто 80-х годов. В общем, 37 минут будем лететь. Ребята, мы заселились в отель, не показали вам номер, потому что мы голодные. Пришли сразу в ресторан. Кстати, этому отелю, который называется Джигали, летом исполняется 2 года, то есть он совершенно новый. И меня это немножко расстраивает, потому что, скорее всего, здесь еще мало потеряли сокровищ, золотых перстней, цепочек, что еще можно найти в песке. Но я все равно попытаюсь сегодня что-то поискать. У нас достаточно плотная программа, поэтому будет и рыбалка, и спа. Настя, смотрите, как работает вилкой. Заметили, что Настя практически перестала снимать. Опять я подключился. Ребята, я с вами. Как в Орле и Решке, я поделюсь своими впечатлениями о еде. Это еще приправили черной икрой. Очень вкусно. Как бы я описал вкус этого тартара из тунца, говорю, слюни текут. Он сделан таким образом, что когда ты его ешь, ты чувствуешь вкус рыбы, она вкусная, свежая, а потом остается такое послевкусие остроты. Не люблю острую пищу, но мне нравится такое послевкусие. И тут у нас пришли крабовые котлетки. Слегка сладковатые, как будто мясо краба. Идеально зажарены. Прям вкусно. внутри мягкие, а сверху хрустят. Мне принесли стейк, хотя я стейк по-другому ожидал. А у Насти крутая пицца. У меня очень красивая пицца. Мальдивиан Seafood называется. Смотрите, какое тоненькое тесто. Очень тонюсенькое, идеальное просто она. Приятного аппетита, я пошел. Давай. Кстати, летом очень хорошая погода, не сильно жарко. Временами бывает дождь, но ходит достаточно быстро. Ветром облака прогоняет, и опять солнце. У нас кровать вот такая большая. Вот такой вот вид на океан. Вау, смотрите, какая ванна. Душ. Душ уличный. Шикардос. И трон, конечно же, есть трон. Вот так он выглядит. Вообще хороший, уютный отель. В общем, во мне сейчас борются 2 человека. Один из них говорит: Санек, ты всю ночь летел, иди поспи часик, отдохни, только поел. А второй говорит: иди бери металлоискатель и клад. И во мне борются этих 2 человека, кладоискатель с лентяем. Ну что, конечно же, победил кладоискатель. Хочу сказать большое спасибо МД региону за то, что они мне помогли выбрать вот такой вот замечательный металлоискатель. Модель Equinox Minlab 800. В прошлом году вышла. Очень легко с настройками разобрался за 5 секунд. Просто включаешь программу. Я включил песок. И сейчас попробую что-нибудь найти. В общем, оставлю ссылочку на ребят в описании. У них магазины по всей России и не только в России. Прямо сейчас отправляемся искать сокровища Мальдив. Что-то есть. Банка какая-то. Первая находка. Так, ну давайте я вам покажу, что мне удалось накопать минут за 15. Одни бутыльки, бутылек, кусок металла, зубная паста с покрытием. Вот такой я грустный копатель. Но я пока только учусь, еще не до конца научился различать сигналы, поэтому в основном на железо у меня срабатывает. Но ничего, не все сразу.
общем, обследовал домашний риф. И хочу сказать, что это один из лучших рифов, на которых доводилось мне когда-либо нырять. Во-первых, он находится в 30 метрах от берега. Во-вторых, он отвесный и идет сразу на глубину, там метров, наверное, на 40. Очень много рыбы. Было бы ружье, я сейчас бы настрелял на обед или там на ужин вообще без проблем за 10 минут. Что касаемо копа, хочу еще поискать в тех местах, где большое скопление людей. Еще прикольно тем, что прибор водонепроницаемый. До 3 метров можно под водой использовать. Вообще прикольно то, что отель очень зеленый. И здесь можно и по джунглям погулять. Ну и такой, как будто он не совсем обитаемый. Чувствуешь себя реально в раю. Здесь весь лес на острове, он практически сохранен. То есть они его почистили, но не весь почистили. Поэтому... Да, 80% леса здесь было. Вы знаете, какие джунгли, там даже не пройти, не проехать. Прикинь, сколько здесь животных ночью. Ой, какой мягкий песок. Ребят, я так люблю Мальдивы. Ничего найти не может ревизора Кондрашоро. Слушайте, ребята, как здесь красиво. Вот эта первозданность сохраненная, она добавляет шарма. Здесь по-любому должны быть сигналы. О. А это вот он на подушке. Настя, что-то есть, иди сюда. Так, ну там в комментах не ругайте сильно, я первый день копаю. Не знаю, как это правильно делается. Глубоко. Вот эта глубина. А. Что это? Плита, Саша. Ага. Нифига, она что, железная? Ребят, смотрите, какая колонка. Опа. Что это? Первая монетка. Серьезно? Да, 20 центов. Ура! У нас есть первая монета! 2002 года. На самом деле очень просто все. Примерно вот здесь где-то. Свеча. Блин. Кажется, этот остров выходит под воду, вряд ли здесь что-то будет. Но вот ежи есть. Живые. Смотрите, акула кого-то подстерегает. Наверное, меня ждет, когда я клад найду. А вон еще одна. Ничего, что я в воде. В общем, я идиот, забыл фонарь дома подводный. А так бы я ночью залез. У меня есть один маленький фонарик. Я посмотрю, если он водонепроницаемый, то я с ним полезу. Но, по-моему, он обычный. Было бы круто поснимать. Я уже нырял ночью на Мальдивах, когда мы остров покупали. Кто не видел этот выпуск, посмотрите, наберите на ютубе. Покупка острова Кондрашов, Мальдивы. И вот мы ездили, и я ночью залазил. Рыбы очень много, она вся спит. То есть можно палкой, не знаю, надолбить спокойно. Главное, чтобы была трубка, маска, эласта и фонарь. Просто кишащий берег крабами. И что, вы плаваете? Время 5 утра, мы едем на рыбалку. Что я забыл, что надо выспаться. Так, ну сегодня погода получше. Я решил не откладывать это в долгий ящик и съездить на рыбалку. Потому что утром может быть дождь и не будет рыбалки. О, ничего себе. Серьезно, у них тут лодка. Hello? Morning.
Значит, ребята, день второй, Мальдивы. Идем на Big Fishing Game. Серьезная рыбалка. Надеюсь, что-то поймаю. Сами знаете, да, что рыбалка вещь такая, как и подводная охота, никогда не знаешь. Поймаешь ты, не поймаешь, но попытаться. Чем больше попыток, тем больше вероятность того, что придется улов. На самом деле круто. Специальное кресло. Все серьезно. Идти до места примерно 25 минут. Как раз подойдем и начнется рассвет. Жалко, погода не очень. Не видно рассвета солнца. Но светает очень быстро. Я думаю, еще минут 5 и будет светло. Получается, у нас в команде 4 человека. Один человек управляет яхтой, и 3 человека помогают организовать рыбалку. Посмотрим. Вроде ребята профессионалы. Впереди нас грозовой фронт, и мне сейчас ребята подсказывают, что это так же, как у нас в России. Если плохая погода, дождь, большая волна, то это хорошо для рыбалки, поэтому не расстраиваемся. Пусть будет дождь, пусть будет не очень красивая картинка, главное, чтобы была рыба. Уже начинает так посерьезнее качать. Вот она, рыбалочка. Кресло, кстати, удобное. В чем заключается мальдивская рыбалка? За вас абсолютно все делают. Вы только ждете поклевки. Вам дают удочку, либо вы выуживаете рыбу. Получаете удовольствие только от процесса выуживания. Как она ловится, как ее поймать, не ваша забота. Если честно, ни разу не боролся долго с рыбой. Настя ловила, но я обычно ей отдаю всегда. Что я к рыбалке немного равнодушен. После того, когда ты занимаешься подводной охотой, ты понимаешь все прелести именно подводной охоты. Спортивно. Потихоньку пробивается рассвет. Первый раз, кстати, вижу такую приманку, как лыжи. То есть параллельно лодке идут пара лыж, на них нет никакой приманки, они просто создают вибрацию определенную по поверхности воды, которая привлекает рыбу. Вот этот плотик привлекает именно мелкую рыбу. Вот видно, как она прыгает там. Получается, мы подманиваем небольшие косячки рыб, которые идут за лодкой, и тем самым подманиваем биологическую хищную рыбу. Вроде бы мелкая рыба, а сопротивляется. Так. Туна. Туня. О, еще один. Да, мелкий тунчик. Видишь? I don't sleep well, take a day off, take a day tomorrow. Didn't cold well, was a fake love, physical or bubble. I'm needing some peace of mind, I'm needing some peace of mind. Нормально так клевать начал. Feeling like I'm in love. Короче, рыба здесь нормально. Тунцов наловили. Пошли через стаю небольшого тунца, по-моему, бониты их называют. Оказывается, эта лодочка, она просто дублирует нашу лодку. То есть у них по 2 лески, получается еще 4 удочки. Рассчитаны в основном на мелкую рыбу, такие как тунец, бонита. Ну да, когда через стаю проходишь, устаешь их вынимать, одновременно на все удочки клюет. Сорвалась. Огромное количество маленького тунца, так называемого бонита, который постоянно клюет. Я уже даже перестал их достать, потому что
но интерес очень быстро пропадает. Как количество бонита. Просто котел целый. Кипит аж вода. По дороге домой решили еще половить немножко на глубине. Здесь 65 метров. Достаточно все просто. Нужно опустить снасть на дно и потом резко подсекая попытаться ее как можно быстрее достать. Mama said there's days like this. Yes. Count your blessings in the way. Красивая. Ребят, в общем, съездили на рыбалку на Мальдивах. Поймали немного рыбы. На ужин хватит. Клюет как из пулемета. Приезжайте на Мальдивы на рыбалку. Вернулись, совершенно другая погода. Сейчас будет круто понырять пойти. Сейчас я вам покажу, насколько здесь серьезные джунгли. 80% этих деревьев здесь были. Здесь вот посыпано опилками. Идешь очень приятно ногам. День второй. Вчера ничего ценного не нашли, кроме монеты. А сейчас попробуем под водой поискать. Ой, какая водичка классная. Кладоискатель. Мой муж кладоискатель. To me.